Господа, спонсор этого видео — это Raid Shadow Legends. Хотя многие из вас про нее знают, многие играют, но кто не играет, обязательно должен попробовать, потому что это красивая пошаговая RPG с отличной графикой, которая сидит прямо здесь, в вашем телефоне, и доставляет вам много часов удовольствия. В самой игре есть множество всего, чем можно заняться, от прохождения подземелий с боссами до сражений на арене с другими игроками. И самое главное, вы можете играть в Raid как на мобилке, так и на ПК, и все это абсолютно бесплатно. Начать играть в Raid очень просто, так как у игры существует огромнейшая база активных игроков, у которых всегда есть чему поучиться, а каждую неделю на YouTube публикуется более 1000 видео о Raid Shadow Legends. Множество гайдов, стратегий и материалов, которые помогут вам прогрессировать в игре и продвигаться вперед. Ну и поскольку мы с вами не первый день знакомы, то от меня, естественно, будет привилегия. Если вы скачаете Raid Shadow Legends прямо сейчас по моим ссылочкам в описании, то вы получите 100 тысяч серебряных монет, запас энергии, 50 рубинов, а также крутого чемпиона-палача в качестве бонуса. И все это актуально только следующие 30 дней. Так что поторопитесь, скачивайте Raid Shadow Legends и добро пожаловать в клуб игроков в эту действительно крутую игру. Господа, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня очень необычный видос, по крайней мере для меня. Уж чего повидал, уж чего поснимал, уж чему удивляться, уж Бентли на гусеницах. Ну что ты мне такого покажешь? И в дело вступает старенький Rolls. Условно, конечно, старенький, видали мы Роллсы и постарше, и казалось бы уже и BMW, и все плохо, короче, это Фантом. И я такой совсем вот этим вот подхожу, такой брезгливый, такой, ну сейчас я тебя, короче, разложу, ну что там, ну что там BMW, ага, это BMW, мы поехали, и все, хана. Это не BMW, и это лучшее из всего, на чем я ездил за все свои года жизни. Это, господа, Rolls-Royce Phantom 7-го поколения. А теперь на самом деле нужно объяснить, почему так дорого. Почему так дорого? Почему нереально дорого? Почему не подступиться к тачке? И на самом деле многие говорят, что типа ты платишь за бренд, типа, да, вот как есть телефоны там корейские, есть китайские, типа там все одно и то же железо, только одно стоит в 2 раза дороже другого. Здесь на самом деле нет. С точки зрения вот того, что, по крайней мере, мы строим, с точки зрения моей инженерии, понимания, как я бы это делал и почему столько конское количество денег здесь. К примеру, смотрите, чтобы она ехала тихо и мягко. Что нужно для этого сделать? Подвеска, настройка, там все дела, вечные цены. Типа пневма, масса 2,5 тонны, естественно, потому что все длинное и тяжелое всегда будет ехать мягко. Но нужно ехать еще тише и еще мягче. Что для этого делается? Это, опять же, не секрет любого представительского суперлимузина. Вам нужна высокая резина. Эта резина, она особенная, она специальная. На ней даже не указано, какого она диаметра. У нее есть просто значение высоты и ширины 265.790. Все. Дальше непонятно даже, какого размера эти колеса. Пришлось гуглить. Так вот, они, господа, 21-е. То есть это не у каждой легковушки, даже бюджетной, такая высокая резина. Она очень огромная. Это огромнейшие колеса. Для того, чтобы они были такими большими, нужно соответствующие привода, соответствующие ступицы, чтобы держали эти колеса. Поскольку на это еще приваливает мощность 460, что-то типа того, лошадей, соответственно, нужен редуктор, нужна вся эта трансмиссия, чтобы была сверхбольшая. Ко всему этому, чтобы большое колесо нормально смотрелось в машине, нужны огромные арки. Чтобы арка не смотрелась огромной, нужно делать высокую машину. Эта машина мне выше плеча. Посмотрите. Чтобы она такая высокая не смотрелась высокой, ее нужно делать широкой и длинной. То есть вы просто получаете огромное количество железа, которое в всем этом масштабе работает типа как седан. Хотя когда ты к нему подходишь, ну ты смотри, я стою вплотную, ты смотри, какой он огромный. Это просто высоченная супер тачка. И тогда она становится комфортной. Только после этого. То есть вы понимаете, это мы сейчас дошли до момента, когда у вас есть шумоизоляция и на стыках мягко проезжать.
И вся эта инженерия, помимо того, что все это разработать, это надо еще и сделать мелкосерийными образцами. Вот никогда не было супер продаж, то есть они не продавались там миллионами или сотнями тысяч, и конкретно кузов, потому что дальше нужно было все обновлять. Идем дальше, начинаем делать придурь какую-то. Если мы хотим супер шумоизоляцию, да нет никаких проблем. Мы хотим очень много шумки сделать. Что нужно сделать для этого? Для этого, господа, нужно сделать толстенные двери. Вы посмотрите, вот где заканчивается дверь нормального человека, в любой другой тачке вот здесь была бы пенка двери. Вот здесь еще столько сверху добавлено, чтобы заканчивалась дверь Rolls-Royce. И именно поэтому сюда влезают эти самые долбанные зонтики. По-другому это просто не сделать. И после того, как у вас эта дверь Rolls-Royce вот здесь добавлены, к ней еще вот столько обшивки, в которую влезают огромные динамики, куча кронштейнов, куча всего, чтобы это все мягко играло, чтобы было как дома, чтобы была полная изоляция от мира. Эта дверь, она ненормальная везде. Это 3 двери. Вот это толщина двери Rolls-Royce. Вы только себе представьте. И внутрь кузова это все не раздать. То есть эта машина за счет этого раздается наружу. То же самое с порогами. У нас есть порог нормального человека, вот он здесь. И потом к нему еще вот столько добавлено порога. И это, даже если это просто пластика силовая пошла здесь, но это нужно, чтобы дверь этому соответствовала. Центральная стойка должна быть конских размеров, потому что это все очень длинное и очень тяжелое. То есть вот эта стойка, она опять же, вот если мы берем, она вот такой вот ширины, огромная. На этом всем держится двери. К этой стойке здесь добавляется еще из-за этих дверей, которые в обратную сторону открываются, дверей самоубийц, типа, еще вот здесь немеренная стойка, которой у других машин нет. Но за этой стойкой идет форточка. А форточка здесь потому, что вам нужно двинуть максимально назад эти кресла, потому что само кресло стоит здесь. И чтобы оно не стояло уже за колесом, нужно растягивать базу. А здесь еще стойка, на которой висит колесо. Поэтому здесь у вас вот такое неврот, какое усиление, чтобы за ним еще вся шла силовая структура, которая будет это держать. И дальше багажник, что? Просто здесь поломаны все базовые стереотипы автомобиля. Даже вот так сходу это что-то невероятное. Она просто огромная, и через это весь ее кузов очень не похож на все остальное. Если мы поднимем ее на подъемнике, как всегда, как и в Бентли, немеренную структуру толстенных лонжеронов, которые пересекаются друг с другом, 1000 усилений. Если начинать ее разбирать, я уже вперед просто знаю, там опять же на полах столько всего намерено, накручено, просто невероятное количество. То есть то, что многих удивляет в 140-х кузовах, в 600-х, когда лонжерон, у него выемка идет не в сторону улицы, а наоборот в салон. И через это полы сделаны очень толстыми, чтобы пол под собой от ковролина до днища еще прятал лонжерон огромный. Здесь то же самое, потому что, смотрите, пол начинается здесь, он весь высокий, порог-то плоский, вниз ничего не уходит. И под этими полами еще скрывается куча всего, там только подпол, вот такое расстояние от ковролина до самого днища, оно фактически толстенное, огромное. Здесь все не подвергается каким-то обычным, понятным нам, привычным вот инженерии, которую мы видим, да вот в любой из этих машин, вот они там все стоят, вот они все обычные, они построены на нормальной архитектуре. Любая из них, я абсолютно знаю, как устроена, где лонжероны, где усиления, как идут рычаги. Здесь все по-другому, все через одно место, все неправильно, только для того, чтобы она ехала отлично от других, чтобы она ехала иначе. И вот за это, за все приходится просить огромных денег, потому что это все уникальные технологии, которые разрабатывать под эту машину приходилось отдельно. Ничего похожего в других вы не увидите никогда, к сожалению. И все, вот и приехали 35 на старте, и дальше уже до заказ комплектации. Потому что это при всем при этом простая комплектация. Сейчас объясню почему. О, расход я посмотрел, ага. Он здесь есть. Я не знаю, зачем они это вставили, но он составляет 39,5 литров на сотню. В принципе, немного, бак 200.
Ай, классная тачка. Я про нее ничего не знаю. Я про нее ничего принципиально не гуглил. Я из тех людей, кто никогда не смотрел обзоры на Rolls-Royce. Да просто потому, что они не нужны. Зачем мне смотреть про ту машину, которую я себе никогда в жизни не куплю? Невозможно подступиться к Rolls-Royce. Вот такая машина, это 2004 год, а начали они выпускаться с 3-го, то есть это до рестайла, это прям самое раннее. Самое прям, это не это прям простая комплектация Rolls-Royce, они существуют, да, чтобы вы знали. 6,5. 6,5. Это не в таком состоянии. Это в состоянии, которое сейчас стоит на московских номерах в Чечне, белый, в пленку затянутый, на неоригинальных дисках. Проблемы. Прямо все там, наверное, в порядке. Можно съездить посмотреть. Он там стоит за 6,5, за 5 его можно с торгом забрать. Я узнавал, потому что именно такая машина претендовала на то, чтобы стать ультратанком. У меня с этим Rolls-Royce прям вендетта. То есть прям я к нему пытался подступиться еще тогда. Еще 3 или 2 года назад, когда у нас родилась идея сделать проект на гусеницах. Я реально был готов отдать 5 за донора для проекта на гусеницах. И одним из них был в перспективе как раз Фантик. И он стоял, естественно, тот самый белый фантом в Грозном, в пленке, в Чечне, на московских номерах за 5,5, если не ошибаюсь. Он продается до сих пор, только уже, по-моему, в Нальчик он переехал, но это не имеет никакого значения. С ним все в порядке, ребята, он все еще там катает свадьбы на тех же самых московских номерах. И я был готов потратить те деньги, но потом я решил, что мне будет очень тяжело, и все-таки я не вывезу, потому что 5 донор, плюс сами гусеницы, плюс тоси-боси, вы сами понимаете, Роллс на тросе. Вдруг что-то пойдет не так. Было реально страшно, и взял я Континенталь тогда GT. Эта тачка могла быть на гусеницах, ну такая же гипотетически, ну только, естественно, сильно ушатанная. А такая 6,5, не подступиться никак. 6,5 миллионов за машину, которой 16 лет. Немыслимо, невозможно, недопустимо и ни в какой реальности не осуществится это никогда. Я что, больной? Я буду брать себе тачку за такие деньги, таких годов? Здесь нет Bluetooth, здесь нет AUX, здесь нет камеры заднего вида. Их тогда еще почти не изобрели в 2004-м. Здесь нет панорамы, здесь вообще практически ничего по современным меркам нет. И она стоит 6,5. Я за эти деньги такого ренжа возьму, вы все выкусите. Просто там будет космос. Но есть Rolls-Royce. С такими мыслями я подошел к этой машине. Типа, зачем? Бессмысленно. Бред. Роллсы стоят гигантских денег, старые все, абсолютно, огромных, никогда не подступиться. Ребята из Offroad SPB недавно купили себе Bentley Arnage. Купили они его за 1 миллион с хвостом. Такой же есть Rolls-Royce, называется он Сифар или Заур, вот такие как название коренного москвича, в общем. Но Rolls точно такой же, с таким же двигателем, в таком же кузове, как Arnage Bentley, будет стоить типа 3 с чем-то. Просто потому что это, ну такой же, 100% это та же машина. Но он будет стоить 3 с чем-то. А этот Bentley будет стоить лям. Но, когда я сел сейчас Rolls, я понял, что никогда Bentley до Rolls не дотянет. Это вообще принципиально просто другой подход. Что-то задискрипнуло, да? Минутка позора. Но это, по-моему, первый раз, когда это произошло за все время, что мы ездим. Ребята, тачка просто космос. Это не описать словами вообще никак. Насколько он тихий. Я первый раз в жизни встречаю такую шумоизоляцию. Да такого не было никогда. Насколько сглатывает ямы, насколько все это круто. Но даже не в этом соль. Ты можешь сесть и офигеть в этой тачке просто от того, что он стоит, а ты в него сел. И секрет в том, что они в 2004 году сделали, по сути, рестомод. Только он в заводском исполнении. Это максимально ретро-тачка со всей новой начинкой. А она сделана так, чтобы он был очень похож на то, что выпускали в 60-х. Тонкий руль. Он неудобен никак. Просто никак. Это абсолютная шляпа. Но это стиль. Когда ты вот так зажрался, и ты покупаешь себе Rolls-Royce, я хочу этот тонкий, неудобный, долбанный старый руль. Это очень прикольно. Вот то просто, чтобы он был такой. Это как то, на чем сейчас я рублюсь в Зиле, чтобы убрать оттуда BMW руль и вставить оттуда тонкий, родной зиловский руль. Это рестомод. Монитор, да, он есть, вы можете его открыть.
Пожалуйста. Он полная шляпа, потому что он 2014 года. Все, что с ним нужно сделать, это сразу нажать вот так, чтобы он просто закрылся и до свидания. Но он есть, его можно использовать, когда это надо. И так сделано абсолютно все. В этом нет никакой логики, в этом нету эргономики, в этом нету смысла. И это, черт его подери, очень круто. В этом и есть весь Rolls-Royce. Он едет так, как никто не едет. Он выглядит так, как никто не выглядит. Он сделан так, как 40 лет уже никто ничего не делает. А внутри там, по тем временам, 2004 год. Но сейчас вы купите, там внутри будет 2020. А выглядеть он будет примерно так же, я вам хочу сказать. И чтобы этого добиться, люди просят огромные деньги, чтобы это все разработать и соорудить. А другие, кто хочет во всем этом посидеть, ностальгировать, если только не слушает этот сраный поворотник. Просто гребаное реле от Жигулей, которое стоит за моим спидометром супер дорогостоящим. О, так стало лучше. Да, папа может иногда ругаться, но потому что папу бесят какие-то простые вещи, которых здесь быть не должно. Крутая музыка, крутой кондиционер. Здесь очень много воздуха. Он должен быть такой, чтобы здесь было комфортно. Почему я выбираю Range Rover? Потому что в нем внутри много воздуха. В него можно просто войти, в него не нужно залезать, в него не нужно садиться, в него не нужно забираться. Вы просто входите в машину с улицы. Rolls-Royce это тот же самый стиль. Он хоть выглядит как седан, но это чисто уловка маркетинговая. По факту это огромный кроссовер, он высоченный, сколько места до головы, какие у него своды, вы посмотрите, у него практически вертикально стоят боковые стекла. Это чистой воды или микроавтобус, или кроссовер, только в кузове, седан. И люди на это ведутся, типа, да, вот это вот, ну, Майбах тем же самым берет, собственно, стиль-то все тоже. Это входной билет в мир Rolls-Royce. Дешевле их вот в таких в кузовах уже просто не купишь. Так, ну и самое главное, как все это сзади, господа. Сзади прям магия. Слушай, эта тачка меня прям улыбает сегодня весь день. Ну, не помню за последние, вот, ну, после ренжа, зимы, я ни разу так вообще от тачки не удивлялся, не кайфовал. Причем, чтобы вы понимали, это простая комплектация, я вам обещал объяснить почему, а потому что все, что мы можем сделать сзади, это вот. Также, естественно, здесь доступны бывают такие раздельные задние диваны, когда здесь большой туннель и прочее. Здесь же мы что можем? Вот так взять столики. Причем это делается как-то, может, ну я просто, понимаете, в нашей деревне такого нет. Вот так я могу сделать столик. Я бы не сказал, что удобный. До него, как говорится, еще плыть и плыть. Поюлозить здесь как-то спинку, зад кинуть я не смогу. Это все стационарное, то есть никакой лёжки мне недоступно. Ноги хоть я вытянуть могу, но на полочку я их не поставлю. Места, конечно, достаточно, его хватает. Но тот же телефон положить я, наверное, никуда не смогу. Здесь ничего, нигде. Ну, в общем, этим, конечно, не удивишь. Тут все суть в другом. Ну, хотите другую комплектацию, покупайте что-то понаряднее, грубо говоря, да, чтобы здесь был диванчик, чтобы там что-то можно было еще в туннеле куда-то складывать. Блин, так мерзко клацают эти поворотники. Даже отсюда их слышу. Ты меня бесишь прям, когда ты поворачиваешь. Я прям вообще барина сразу включаю. Нереально. Ну, смотрите, какой прикол. Есть шторки, они тряпочные. Сейчас я еще не знаю, какая за что отвечает. Ага. Смотри, вот это круто. Шторки, прям настоящие шторы, бабушкины. Прям... Вот это остается так всегда. Не знаю, должно это быть так или нет. Но не особо я бы сказал, что и мешает. Но тем не менее есть такое декольте. Оно вечно вот такое вот остается. Но при этом, если я сейчас опущу стекло... Да, комары по-прежнему лететь сюда не будут, но стекло опущено, там вот улица. Все, привет. Можно при этом открыть шторку. То есть только ты здесь решаешь, какой комбинацией все это открывать. Очень комфортно. Мир из окна Rolls-Royce, я могу сказать конкретно, выглядит по-другому. Я не ожидал. То, что в семерке BMW ты сидишь или в Range у меня сзади сидишь, вообще не то. В Rolls вот этот свод, вот это стекло, туда ты смотришь. Бойница узкая на самом деле. Ощущение тишины невероятно. Надо срочно делать шумку мне в Range. Срочно. Я постоянно уже через видос, я говорю, и здесь вот, да, вот у меня такая громкая машина в последнее время становится. Мне это неприятно. Надо, чтобы она... Вот сейчас я не понял. Есть два положения у кнопок, но оно не доводится. Ну-ка, может, надо адаптировать просто? Сейчас, секундочку. Погоди. Ну, не верю, чтобы не было здесь автостекол на подъем. Это просто невозможно. Так. Тем более они опускаются. Чего бы им не подняться-то автоматически? Раз, и... Видимо, что-то случилось. Ничего. Очень круто, конечно, сзади едешь в абсолютном комфорте. Прямо
Грех жаловаться. Но после того, как ты уже поездил, где есть лежечка и атаманка, здесь, конечно, лежечки и атаманки не хватает. Что у нас тут еще? Что-нибудь наверняка где-то что-то выдвигается, 100%. Да, вот здесь у нас выдвигается, это просто подстаканник, ну, в который, допустим, я и смогу сложить свой телефон. Хорошо, вот он так лежит сейчас, да? И здесь же подогрев сидений. Вообще неудобно, ты не видишь, то есть ты чем-то нажимаешь, если знаешь, то, наверное, нащупаешь, да, но это неудобно, но не суть. Естественно, 4-зонный климат-контроль. Все здесь настраивается погорячее, похолоднее. Супер фишка, конечно, с ручками, что они делают вот так. То есть это дань моде, опять же, это вот ресто-мод, и при этом они убираются сюда уже по-новому. Есть зеркала сзади, которые никак не использовать ни слева, ни справа. Это чисто, грубо говоря, декор, чтобы он был. Ну, круто, круто, круто. Сзади едешь еще. Так же тихо, естественно, ножки вытянутые. Прямо. Думаю о мыслях Отечества, о судьбах, о том, как обустроить Россию, я думаю. Естественно, глядя, Россия, естественно, лучше наблюдается через окно Роллс-Ройса, это само собой. В общем, картина, безусловно, нарядная. И воздуховоды, и тут, и там, потолок здесь тряпочный, сверху сделан, здесь кожаный. Все здорово, все нравится. Но по меркам современности и прочих тех богатых комплектаций, которые мы знаем, мы видели и знаем, как бывает, что тут сзади и планшеты, и все. Здесь были телевизоры, кстати, были здесь мониторы в некоторых комплектациях, хоть сюда они встраивались. Все это могло быть. Но не в этой тачке. Есть еще пепельница под алюминиевой крышкой есть. Все очень потрясающе. Прям. Кожа здесь какой-то крокодайл. Похоже, тут гладкая, здесь обычный шпон. И вот в режиме, когда ты закрыт едешь во всем вот в этом вот. Шторка сильно поспорила сейчас с присоской. Вот так прямо очень уютно. Вот ты дома. Вот еще прям не хватает, может быть, знаешь, чуть это майбаховское еще вот раздельно здесь, чтобы вот убрать вот этих вот пацанов, которые таращатся на меня сейчас, сидят здесь сзади в камеру. Вот их еще убрать и едем, короче. Прям никто не мешает. Один тут такой в тишине перемещаешься. Это прям, знаешь, у меня аналогия с плацкартом возникает. Как вот обычная тачка это плацкарт, а здесь это СВ. Не просто купе, а прям СВ. Прям супер. Погоди-ка. Я нашел секретный люк! Погоди! Слышь, паркуйся. Срочно. Здесь что-то не так. Значит, это коврики. Они реально из овечьей шерсти. Я думаю, что каждый из них стоит невероятных денег. Чуть больше, чем я. Бирки какие-то есть. 838 бирка. Ну ладно. А под ними ты это снимаешь? Смотри, какая штука. Что с ней можно сделать? Вот что это. Это вот так ноги можно ставить. Not bad, я бы сказал. Not bad. Вы знали об этом, нет? Да мы здесь вообще ничего... Ну вот и все, Владян. Вот и кончился праздник. Сергей Леонидович, я все верну. Деньги есть, все нормально. То есть ты можешь это просто вставить по-другому, на самом деле. Вот в чем соль. Ты можешь это вот так сделать. Вот он вставляется в эти же пазы, но наоборот. То есть это элемент пола, который можно вытащить. Это про Мне недавно говорил, что представляете, сколько там пол, если в пол даже с салона еще вот это вставляется вещь. Еще под ней сколько пространства, и только потом уже идет само днище непосредственно автомобиля. Это, конечно, прикол. И да, и овечка. То есть ездить на этом зимой невозможно. Или овечке придет хана. Овечка стоит космических денег. Привод у нас, опять же, задний. Так что, ребятушки, только летом в чистую погоду, без дождя, вы на своем роллсике, аккуратно крадучись переулками, добираетесь до центра. Хотя, скорее всего, вы живете уже в центре, наверное.
Кстати, очень частый вопрос, действительно написали сейчас в директ, и даже в личку: Костя, проверь вот это вот антивандальную. Нет, ребята, эту штуку можно вот так ломать, и только тогда она будет, ну, вот так это работает. То есть нету здесь антивандальности никакой. То ли в 2004 ее не было, то ли в целом вот то видео с антивандальностью это фейк. Если вкратце, мне просто интересно мотор посмотреть. Понятно, что это V12. Естественно, это 6.75, это каноничный объем. По-другому в Rolls-Royce. Ну, если и было, то очень жаль. И это, похоже, атмосфера, ребята. Как говорится, своя атмосфера. Немного попахивает антифризом. Шильдик Castrol у нас есть. Но это чистая вода, атмосфера. А что здесь, куда я смотрю, когда вот фильтр, впускной коллектор и пошло. Короче, это атмосферный V12, тогда еще он был атмосферным. На 450 с чем-то лошадей, что при массе 2,5 тонны даст нам гипотетический разгон 7 секунд. В общем, ребята, что парадоксально, вот это 6.75 будет съедено 2-литровой современной BMW. Понятное дело, что в 2004 году все обстояло совершенно иначе, и в любом случае эта машина с кучей придури. Очень интересно, что кнопки регулировки в подлокотнике, что кнопка открывания багажника на потолке. Здесь все как-то хаотично расставлено. Подогрев задних сидений не видно пассажирам, который сидит на этих самых задних сиденьях. Специальные шины, очень много заморочек, расход действительно 39,5. За сегодняшний день мы проехались, я вам хочу сказать, с Ржевки, с Красногвардейского района, питерцы меня поймут. Мы проехались до Чернышевской, до Спаса на Крови и вернулись сюда. Мы съели четверть бака, и все бы ничего, если бак не был бы 200. Полтос бензина, ребята, ушло за сегодняшний день, который составил просто поездку в центр. Именно вот эти фантомы 7-го поколения, они стали выглядеть так, как практически в глазах людей выглядят современные фантомы. То есть нету супер большой разницы. И это очень круто. Наверное, это и стоит 6 миллионов. Наверное, за это их и стоит платить. Но если честно, я люблю что-то попроще и поновее. 6 миллионов за машину, у которой 16 лет. При всей там логике супер пафосности Rolls-Royce я, наверное, отдать не готов. Я, может быть, даже за 140-й кузов 600-й бы 6 миллионов отдал. Вот это интересно, вот это была бы тачка, вот это прямо топ. А это Rolls-Royce, и сейчас он находится в том самом скачке, когда это еще и не ретро, когда он уже и не новый, и вот он стоит еще таких огромных денег. И это реально его конкурентная рыночная цена. Конкретно этот образец, я не удивлюсь, что может стоить даже 8, потому что всего 29 тысяч километров пробега. Он практически новый, он практически идеален, но это просто топ. В общем, даже не знаю, что сказать, ребята. Это было мое первое знакомство с Rolls-Royce. Никогда не думал, что вообще сяду за руль этих машин, потому что они слишком на меня. Я никогда себе такую не куплю, я точно это знаю. Никогда на такую не накопите, это невозможно. И зачем вообще, господи. Я заряжаюсь от розетки и езжу на чем-то попроще, но очень близко к этому, по крайней мере, по отношению и точно по родине производителя. Надо сказать, кстати, огромное спасибо еще Сергею Леонидовичу. Сергей Леонидович нам просто это все вот так отгрузил, дал и сказал: катайтесь. Это, ну, чтобы вот так просто дали Rolls-Royce. Ну, я не знаю, как у вас там в Москве, ребят, но в России Rolls-Royce'ов ни у кого нет. И единичные люди, кто ими владеет, чтобы вот так просто взяли, доверили, и вот на ключи абсолютно никого не беспокоит, чем мы здесь занимаемся. Ребят, это супер. Я кайфанул, я провел отличный день. Сергею Леонидовичу Кабаргину еще раз спасибо. У него таких Rolls-Royce'ов немерено. Вернее, такой один, есть еще другой и третий, вы не поверите. И со всеми с ними он что-то делает у себя на канале, вы легко это найдете. У него называется Диди Каба, естественно, как обычно. В последнее время постоянно у нас все с ним переплетается. Спасибо Rolls-Royce, действительно, британцы делают вещи. Это было реально очень круто. Вам всем спасибо, что смотрели этот видос. Огромной вам всем удачи и пока. И давненько у меня не было так, чтобы меня вот прям перетряхнуло, я полдня думал, как ее купить. Вот прям такого не было очень давно.